Сегодня сухой, жаркий, довольно ветреный день. Разложили вот так лук. Репчатый лук севок. Сделали слой потоньше, чтобы окончательно хорошо досушить именно перед перетиранием. Вот так вот, как вот она сейчас делает. Мы так делать не будем. Да, мы так делать не будем. По одной штуке это слишком долго. Для примера показать, вот сегодня лук полежал. Разумеется, сильно давить не надо. Повреждения нам не нужны. Просто аккуратно, мягко. Давление не больше, чем нужно при вот таком отрывании и обычном держании руками. Вот видно, что получается, да? Угу. Но это намного проще, конечно, чем обрывать каждый. Это финальное досушивание для хруста. А весь период сушки продлился 1,5 месяца. Так вот. Конечно, лук-севок высох довольно хорошо. То есть высыхает, становится ломким, легко отламывается. Думали было в мешок сложить и покатать. Ну, нас двое, лука мало, поэтому... Легко руками. Да, просто посидим сейчас буквально пару минут и все это сделаем. На самом деле все довольно Делается просто. даже не 2 минуты. Да, все делается более быстро. Он буквально сам отваливается, когда тщательно просушено. Его, конечно, например, если для весенней посадки, то можно прям так с ботвой хранить даже до весны. Но мы планируем посадку на зиму, поэтому нам смысла сохранять его нету. Опять же, весной намного сложнее вот так лук просушить, потому что воздух влажный. А сейчас у нас лето и действительно сухо. Да? Осталось просеять, Проверить. На самом деле на перетирание ушло даже меньше 2 минут. Ну, мы просто так здраво рассудили, что дольше искали бы мешок И пересыпали бы в него. и пересыпали бы, да, нежели так вот. Нас двое, вместе мы сила. Да. Нагребаем ведро. Улетает мелкая. По несколько раз так. Ну да, 2-3 раза просыпать. Вот это уже после второго просыпания, в общем-то, можно уже ничего и не делать, собственно говоря. Кстати, видно, насколько сильно расщепление сортовых признаков. Вот среди нормальной окраски вот такой, да, попадается белый, красный. Вот настолько сильно в семенах лук расщепляется. Вроде бы вот такой только садили, да? Да. А в итоге что получилось? А в итоге там и белый, и всякий. Да. Ну, естественно, на семена будем оставлять такого цвета луковицы. Ну, то есть так-то на лук мы посадим весь, и вот это посадим, и это посадим. А уже потом, именно когда семенные луковицы выбирать будем крупные, уже будем ориентироваться на такой цвет, на длину такую, длинненькую форму. Ну, а здесь вот так пересыпаем. Немножко посадали, чтобы земля ушла на дно. А земля нам там не нужна. И вот эту часть уже аккуратненько перебрать, так чтобы много земли не было. Вот так вот. И все дела. Вот это вот остался мусор. Да. Ну и вот для понимания урожайности сеянки, вот это вот 20-литровое ведро, да, ну где-то литров 15 получилось. Да, где-то. Это с метра грядки шириной 1 метр 20 сантиметров. Вот так вот получилась сеянка. Разного размера, потом мы Да. рассортируем через сито. Да, чтобы одинаково всходило Да. одновременно. Там. Ну, заодно, возможно, сделаем фильм, покажем, насколько по-разному растет лук Разного размера. разного размера. Какой стрелкует, какой нет. При озимой посадке. Да. Вот такое вот ведерко лука.
Думаю, нам на посадку хватит. Ну и дальше рассыпаем ящичек. И пускай лежит до самой посадки пока что так. Там уже так сухо не будет, поэтому мы сейчас в конце лета, в начале осени. Что у нас там сегодня? 2 или 31 31 августа. Все, самый конец лета. Вот мы обработали сеянку. Тонким слоем разложили, чтобы не попрел. Ну и сейчас просто под крышу поставим, пускай лежит. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо!